Так, давайте сегодня возьмем интервью у военнослужащего, офицера с позывным «Каратель». Так, давайте, первый вопрос у нас. Как вы попали на СВО? Это была очень интересная история. Я служил в одной очень крутой бригаде морской пехоты. В 2021 году, в конце осени, нас отправили на учение, на АПУК. Соответственно, там мы все отыгрывали, делали занятия, в общем, готовились к приезду командующего в его. Потом, соответственно, Новый год, встретили его так сказать, в дружеском кругу. И потом уже, получается, февраль месяц нас отправляют уже на западное побережье Крыма. Там же мы опять обустраиваем позиции, опять же начальство. Думаем, вот сейчас такие вот показные занятия, что вот поскорее бы они закончились. Уже отпуск назревал у многих. Вот. И потом нас резко загружают на корабли. Опять же, мысли о войне не было никакого. Единственное, что старики там что-то поговорили, что типа такого никогда не было. Но ввиду жизнедеятельности, которая происходила, и, так сказать, долбоебизм, извиняюсь за выражение, которое происходило, и многие, а также в том числе и я, не верили, что такое будет. В итоге нас загружают на корабли, подходит 23 февраля, кое-где поймала связь на корабле в комнате досуга и информирования. Мы по телевизору смотрели концерты. И потом самое интересное было обращение Владимира Владимировича Путина о том, что ввиду нерешимости конфликта на Украине с Юго-Востоком все эти 8 лет, Российская Федерация приняла решение о включении новых территорий, это Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в состав России, и, соответственно, о начале проведения специальной военной операции. После этого, вспоминая все это, просто подразделение, грубо говоря, выпало из себя. Многие, особенно те, кто уже были с боевым опытом, немного ошалели от того, что были неподготовлены. Но благо, ввиду, так сказать, военнослужащих, а также офицеров, которые имели знания, умения, навыки, мы, грубо говоря, преодолели этот психологический барьер. Потом, 24 февраля, боевая команда на корабле, боевая тревога, все по местам. БТРы уже с нарисованными будками Z готовы к десантированию. Боевые лодки готовы к десантированию. Мы начали десантироваться. Высаживались на побережье Азовского моря, недалеко от Бердянска. Так я попал на СВО. Спасибо. Ага, вот смотрите, вопрос такой вот интересный. Веселая вот история во время боевых действий. Что вы можете рассказать? Веселая история была тогда, когда мы совершили свою диверсионную вылазку за линию соприкосновения с противником. Это было в ночь с 9 на 10 марта. Получается, мы заходили с деревни Бердянская в Мариуполь. И там, если смотреть от Ашана, то примерно правее 2 километра был квартал. Мы зашли в одно из зданий 9-этажное. Люди, которые там прятались, грубо говоря, приняли нас хорошо. То есть вообще проблем с ними не было. Но единственное, что среди них оказался один ветеран АТО. Это люди, которые со стороны Украины принимали участие все 8 лет в терроризировании Донбасса. Но мы об этом не знали. Соответственно, зашли мы в крайний этаж, в какую-то из квартир. Она оказалась очень обустроена. Соответственно, я там посмотрел даже документы хозяина квартиры. Оказалось, что вот такой вот есть товарищ, и там медаль у него, удостоверение ветерана АТО. Ну, так сказать, в его квартире мы обжились прям хорошо. Прям так вот то чувство, когда ты представляешь себя викингом, который зашел на чужую территорию, и там максимально позволил себе все, что можно. Что там, что находилось в этой квартире конкретно, можно? В этой квартире конкретно находились всякие там травматы, прочее. Но, что самое жесткое, что самое охренеть как, это касается еще вообще последующей деятельности в Мариуполе, там и у азовцев там квартиры, у них почему-то всегда находились вот такие резиновые члены. Это, блядь, просто... Когда я периодически там смотрел, вот когда в госпитале лежал про полк Азов, как они там, какие они крутые, все такие, но потом вспоминаешь вот эти вот резиновые члены, и, блядь,
ну ебанись. Даже слов нет передать, что ты чувствуешь, когда вот видишь бои, вот чисто вот у страха глаза велики. Вот ты боишься, ты думаешь, вот туда не звери, а оказалось, они просто заднеприводные. Давайте следующий вопрос у нас. Как вы выбрали себя позывной? Это очень интересный вопрос. Во-первых, у меня не было позывного изначально, мне никто не доводил его. Я решил выбрать себе позывной Гюрза. По одной простой причине, я носил баф, и тот был логотип Гюрза. И, соответственно, я знал, кто такой Алексей Ефентьев, ветеран 3 войн, Афгана, 1 Чечни, 2 Чечни. И я хотел походить на него. Потом, в процессе, вот в самом Мариуполе, когда воевали, мы были в взаимодействии со спецназом ГРУ, и там, получается, как его называют-то? Майков назвал меня карателем. Не знаю я конкретно почему, но вот с того момента я стал карателем. Позывной, да, Майкоп, у командира роты, да, был? Да. Еще один у нас вопрос. О чем вы вот жалеете в жизни? В жизни я жалею, получается, для меня эта война, спецоперация, она, получается, была проверкой на вшивость, грубо говоря. И я жалею о том, что я к этой проверке не подготовился так, как следовало подготовиться именно человек, который идет на войну. Потому что так получилось, что всю мою жизнь я всегда стремился, прям готовился и к этому моменту, когда вот я думал, что посещаю те учебные заведения, общаюсь с теми людьми, нехорошими людьми, потом выяснилось. Я думал, что я чему-то научусь, я научил делать, так сказать, научился просто вот дебилизму какому-то. Но ни хрена не пригодилось мне. Благо, что вот все-таки в моей жизни были люди, которые имели знания, умения, навыки, благодаря которым я, как-то, так сказать, остался живой. Остался здесь живой. А вот этот вот пробел мой, вот я об этом жалею, что я его упустил. И это не по своей вине. Еще один немаловажный вопрос. Как вы получили ранение и как проходила эвакуация? Это было 6 апреля в квартале возле завода Ильича. Мы засели в здании, там переночевали. Утром была подана команда на штурм. Соответственно, я подошел к выходной двери подъезда в готовности. В этот момент потеснил немного Казбека. Потом понял, что я немного неправильно сделал. Повернулся к нему, спросил, ты не против? Он ответил утвердительно, что не против. И после команды вперед я с группой двинулся на штурм. От угла здания надо было перебежать до гаражей, там было примерно 30 метров. Я пробежал 10 метров с группой. Началась стрелкотня, мы залегли, начали высматривать, где противник, что. В итоге я пытался понять, что где, потому что вокруг головы все свистело. И тут резко меня поймала моя пуля. Поймала в шею. Соответственно, тут вход, вылет возле позвоночника. Просто чудо, что не зацепило, просто Господь уберег. Я упал, глаза закрыты, я думал, что я умер. Потом начал ощущать, слышу звуки, начал ощущать руками, что и как. Потом резко заорал, понял, что я живой еще. Чуть правее отползаю к своему товарищу. Говорю, посмотри меня. Он осмотрел, дал команду откатываться. В это время офицер с позывным Казбек задымил проход. Я откатился, откатился еще, отстреливаясь, получается, одной рукой, как Казбек учил, так держа автомат одной рукой. Забежал за здание, тут моя левая рука начала отключаться, то есть все начинает неметь. Я захожу в подъезд, подбегаю к доку и просто ору, док, посмотри, что у меня, посмотри скорее. Он смотрит сюда, такой, потом смотрит туда, потом говорит, пошевели руками. А я понимаю, док, я умру, док, помоги, док. Он такой, и самое, просто человек, кремень, скала просто. Потому что он, нормально, ну ничего, все нормально, все хорошо. Да не, вроде не сдохнешь. Его эвакуировать надо. И тут меня занесли, потом потащили в БТР, с БТР на КП там мне еще один док оказал полную помощь. И оттуда уже за линию города на эвакуацию. Спасибо. Вот расскажите, какой вы совет дадите людям, которые вот уехали на СВО, чтобы выжить? Так, первое, самое главное, это держать голову как можно ниже, потому что не знаешь, откуда пуля прилетит, и откуда она выйдет. Поэтому всегда искать, грамотно действовать на поле боя, а именно всегда занимать грамотные позиции. Не идти посередине улицы, а идти там справа или слева.
вдоль здания, прислушаться к мнению начальников и опытных бойцов, не стесняться этого. Даже если вам не повезло с коллективом, все равно найдите в себе, так сказать, ту жилку, что вот как бы ни крути, но вы должны взаимодействовать, поэтому где-то там свою гордость унять, а где-то наоборот там чуть-чуть себя показать, чтобы они понимали, что вот вы единое целое, и вы должны вместе все это преодолевать. Ну и, соответственно, надо быть физически подготовленным, морально-психологически подготовленным. Вот. Ну и давайте, всё. наверное, крайний вопрос, который вам зададим. Это какие слова напутствия вы дадите подрастающему поколению? Я, наверное, дам слова напутствия, те самые, которые я услышал от бойца Софринской бригады когда-то. Занимайтесь спортом, читайте книжки, любите Родину, она у нас одна. И как вот ни крутите, Россию всегда будут ненавидеть. И что бы вам ни говорили на Западе там, или еще за границей, что там так хорошо, нет, ничего хорошего там нету. Там такая же жизнь, там такие же люди. То, что они вас принимают туда, вы не факт, что вы там вырастете, там, подниметесь или будете жить нормально. Вот наша Родина, это наш дом. Давайте о нем заботиться, давайте ее поддерживать, порядок в нем. И, так сказать, обустраивать наше будущее нашего поколения. Спасибо вам за интервью. О нашей стране победу. Я русский, я иду до конца. Это мой бой!